Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. На днях занимался облицовкой фартука на кухне. Про это выйдет отдельный ролик. А сегодня рассмотрим вопрос о том, как сделать сложные отверстия сразу на несколько плиток. На фартуке у меня получился такой блок из двух розеток и одного выключателя. И отверстие попадает практически на 4 плитки. И одна розетка попадает на 2 плитки. Возможно, профессиональный плиточник скажет, что тут все просто. Но аудитория моего канала в большей степени состоит из любителей и домашних мастеров. Поэтому любая информация будет полезна. В противном случае может получиться такой вариант отверстия. Это результат некачественно выполненной работы. Я думаю, что такой результат вас не устроит. Отверстие в плитке можно сделать разными способами, но самый эффективный – это алмазная коронка. Она недорогая, стоит $10. Диаметр 70 мм – это самый подходящий размер для подрозетника. Продается коронка без губки, поэтому прежде чем приступать к работе, нужно вырезать губку соответствующего диаметра. Для этой цели подойдет обычная кухонная губка. Для того, чтобы вырезать губку, применяем следующую технологию. Прижимаем губку плиткой с отверстием 70 мм и коронкой прорезаем нужную форму. Получилась круглая губка, которую мы вставляем в коронку. Напомню, что сверлить алмазной коронкой без воды нельзя. Если попытаться прорезать губку, не прижимая чем-нибудь, то у вас, скорее всего, не получится. Приступаем к разметке. Позиционирую плитку на стене в том положении, как она будет приклеена. Затем маркером отмечаю края подрозетников. По нижнему краю я выставил лазерный уровень. Подставляю по меткам коронку и обрисовываю будущее отверстие. Заранее в ненужной плитке делаем отверстие. Она будет служить в качестве кондуктора для того, чтобы коронка не съезжала. Перед тем, как сверлить, опускаем коронку в ведро с водой. Далее прикладываем самодельный кондуктор к разметке и прорезаем коронкой отверстие. Кондуктор не дает коронке соскочить в сторону, тем более, что на плитку попадает только половина подрозетника. Под плитку следует положить кусок гипсокартона, так как коронка может прорезать стол. Сверлить следует уверенно и аккуратно, так как плитка может сколоться. По своему опыту могу сказать, что заказчики очень часто оценивают работу мастера по качеству сделанных отверстий. Далее приклеиваем вырезанную плитку. Для разметки можно использовать следующий способ. Временно на небольшие ляпики клея фиксируем плитку в нужном положении. А затем спокойно размечаем то, что нужно. Верхние 2 плитки делаем по такому же принципу. Временно фиксируем на стене и размечаем отверстия. Тут мы прорезаем сразу 2 плитки. И остается только приклеить. Еще один маленький совет. Не размещайте розетки слишком низко над фартуком. При включении вилки будет заламываться провод. Всем спасибо за внимание. Если вам видео понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!